Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов, посвященных обзору масштабных моделей американских сидельных тягачей в масштабе 1 к 64 от производителя NeoScale Models. В сегодняшнем видео хочу вам показать еще один бескапотный сидельный тягач Ford CLT 9000, который копирует прототип 1978 года. Я уже показывал похожий Ford CLT 9000 первым видеороликом из этой серии, и там грузовик был темно-зеленого цвета. Правда, та машина копировала прототип 1983 года. Отличался боковой орнамент, также колесные диски и мелкие декоративные элементы. Возможно, в модели есть еще какие-то визуальные отличия, о которых я не говорил. Я приготовил первый грузовик тоже для сравнения в сегодняшнем видеоролике, и вы на него можете посмотреть, кто не видел в первом видеоролике, и также написать в комментариях, какие отличия обнаружите вы. Будет интересно узнать, чем же грузовики отличаются друг от друга, помимо цвета и колесных дисков. И также для сравнения я приготовил еще один Peterbilt 352 бескапотник, на который я делал детальный видеообзор. Но мы посмотрим на этот грузовичок еще раз в этом видеоролике и сравним его уровень детализации с данным Ford CLT 9000. Если посмотреть на модели в 64 масштабе, то их огромное количество. Есть фирмы-производители, которые занимаются только 64 масштабом. У Neo довольно обширный ассортимент таких грузовиков, и их порядка 40 единиц. Это разные сидельные тягачи, плюс есть развозные фургоны, и также грузовики в наборе с полуприцепами. Правда, у Neo только один тип полуприцепа. Это полуприцеп для перевозки сыпучих грузов. Также можно отметить фирму DCP, о которой я неоднократно упоминал в своих видеообзорах. У них тоже обширный ассортимент именно американских траков. Модели сделаны из металла, у них поворотные передние мосты, открываются дверки, капоты. И также у DCP довольно широкий ассортимент различных полуприцепов, которые отлично подойдут к моделям от NeoScale Models. И у меня пока что нету модели от DCP, но я планирую их приобрести в свою коллекцию. Пока что не знаю, когда получится это сделать, потому что эти модели продаются только на территории Соединенных Штатов, и там очень высокая доставка плюс растаможка. И конечная стоимость будет получаться порядка 300-320 долларов за единицу. И, конечно, за такие деньги модель покупать в свою коллекцию не очень хочется. И давайте не будем медлить, распакуем коробочку, посмотрим на этот замечательный Ford поближе, и затем сравним его с другими грузовиками, которые есть в моей коллекции. И здесь модель поставляется в традиционной для Neo коробочке голубого цвета, указан данный производитель NeoScale Models. На нижней стороне есть различная информация, с которой можно ознакомиться. Естественно, эти модели изготовлены в Китае. Также есть наклейка с артикулом, по которому можно найти ее в интернете. Указан прототип Ford CLT 9000 Neo, масштаб 1 к 64. Давайте распакуем коробочку, посмотрим на данный грузовик поближе. Довольно симпатичная схема окраски, правда, темно-зеленый грузовик мне визуально нравится больше. И у меня в коллекции также есть еще один Ford CLT 9000 от NeoScale Models, по-моему, в белом цвете, и на него я сделаю видеообзор чуть позже. Американские грузовики довольно нарядные. У них всегда двухцветная окраска, орнамент на стенках кабины. И эти машины издалека выглядят очень ярко и насыщенно. Традиционно у модели металлическая рама, кабина сделана из полимера, плюс мелкие навесные детали, которые тоже сделаны из полимера. Также присутствуют элементы из фототравления, это облицовка радиатора, стеклоочистители, интерьер здесь в серых тонах, его можно рассмотреть сквозь маленькие окошки. Отлично проработаны зеркала заднего вида. Также присутствуют поворотнички. Их можно было сделать в виде прозрачных элементов. Здесь их обозначили просто оранжевым лаком. Один поворотник наклеен не очень аккуратно. Это редкое явление на моделях от NeoScale Models, но приходится мириться вот с такими косячками тоже на некоторых экземплярах. Фары спереди мутноватые, это визитная карточка продукции NeoScale Models, но издалека они смотрятся вполне реалистично, и отсутствуют черные точки, так называемые рыбьи глаза. Установили регистрационные номерные знаки на переднем бампере и задней балке. Также наклеили декали с надписью Ford на брызговике. Задние фонари здесь из прозрачных элементов. Вполне хорошие покрышки с ярко выраженным протектором, рабочее седло. Также можно посмотреть на колесные диски. На передних дисках ступицы окрашены в цвет рамы грузовика и присутствуют сквозные отверстия. Также присутствуют небольшие поворотнички.
которые сделаны в виде декаля. Что мне не нравится у данной модели, это поручни на боковых стенках. Их можно было сделать в виде отдельного элемента, а здесь их отлили вместе с кабиной грузовика. И также сливаются дверные ручки серым цветом. Их можно было как-то тоже выделить, например, сделать в хроме. Но здесь хрома нету. Передний бампер и топливные баки сделаны как будто под хром, но на самом деле это серебристая краска с очень мелким зерном. Вполне хорошо смотрятся выхлопные трубы. Присутствуют сквозные отверстия. На крыше есть клаксоны и габаритные огни. Такая довольно симпатичная модель. И это довольно большой грузовик. Если его перевести в 43 масштаб, то он будет довольно внушительных размеров. И, кстати, в 43 масштабе похожий Ford CLT 9000 есть в рамках журнальной серии, которая выходит в Европе, и модель сделана на формах XO Models. Возможно, XO тоже выпустит такой Ford в своей коробочке, тогда я его приобрету и уже сделаю на него отдельный видеообзор. Давайте посмотрим на модель другого сидельного тягача Peterbilt 352. Тоже довольно симпатичный. Еще раз повторюсь, на эту модель я уже делал детальный видеообзор. Здесь интерьер двухцветный. Больше мелких навесных деталей. Отдельные поручни. Отдельные зеркала заднего вида. Дверные ручки и поручни на передней части кабины сделаны из фототравления. Это несомненный плюс. Светотехника тоже мутноватая, но это, еще раз повторюсь, визитная карточка NeoScale Models. Окрашены ступицы на колесных дисках. Колесные диски другого дизайна. Покрышки точно такие же, как на модели Ford. Тоже рабочее седло. Не хватает полуприцепов этим грузовикам. По размеру машины примерно одинаковые. У Peterbilt больше спальный отсек. Также уже остекление. И вообще интересно рассматривать грузовики, когда они стоят рядышком друг с другом, и смотреть, какие у них визуальные отличия. Также отличаются задние фонари. Седла одинаковые, но это не удивительно. Очень много взаимозаменяемых деталей у продукции NeoScale Models, и это правильно, потому что у настоящих грузовиков тоже очень много похожих узлов. Помните модели из журнальной серии, где один и тот же прототип имел разные детали? Например, если посмотреть на москвичей из журнальной серии «Автолегенды СССР», то у них порой отличались колесные диски, отличалась светотехника, хотя на настоящих машинах она была абсолютно идентичной. И давайте посмотрим на первый Ford, который я демонстрировал в рамках данной рубрики. И вы можете видеть, у него отличается узор, также совсем другой цвет. И здесь машина двухцветная тоже. Низ более темный, верх более светлый. Очень красивый грузовик. И можно посмотреть, чем модели отличаются помимо цвета. Разные колесные диски, также разные задние колесные диски. Отличается надпись Ford на боках кабины. И также отличаются значки. У зеленого варианта классический значок Ford синего цвета. Здесь он прямоугольный красного цвета. Также отличаются регистрационные номерные знаки. И вроде бы больше визуальных отличий у модели вы не найдете. Ну, интерьеры тоже разного цвета. У зеленого грузовика интерьер песочный.
Вот такие вполне хорошие масштабные копии, которые могут стать украшением вашей коллекции, если вы собираете технику в 64 масштабе. Пишите ваши комментарии, понравился ли вам данный Ford CLT 9000 и какой из двух грузовиков вам визуально нравится больше. Мне, еще раз повторюсь, нравится больше модель темно-зеленого цвета, не знаю почему, возможно здесь более симпатичная схема окраски. Также не забывайте подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. Можете заглянуть на мой второй канал и также можете посмотреть другие видеоролики из данной рубрики. На сегодня это все, до новых встреч, пока-пока.